Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать вот такие красивые пинеточки. Моя авторская разработка. Скажу сразу, что саму работу мы разделяем на две части. Мы выполняем подошву пинеточки. И это я дала отдельный мастер-класс, ссылочка под видео. В этом уроке я даю схему. Тем, кому удобно и умеют читать схемы, они подошву просто возьмут и свяжут по схемке. А далее вместе со мной мы продолжим работу и выполним верхнюю часть нашей пинеточки. Вяжется быстро, просто, смотрится очень красиво и интересно. Можно использовать два оттенка пряжи, два цвета можно использовать один цвет. Вот такая у нас красота с вами получится. И приступим к работе. Для работы я использую пряжу полушерсть 240 метров в 100 граммах. Крючок я использую 3. Обращаю ваше внимание, что крючок у меня специально подобран и вяжу я более плотно. Я это неоднократно повторяю. Если бы для этой пряжи, для изделия я подбирала крючок, я бы взяла 4, 4,5, а может быть и 5. Но пинеточки я всегда вяжу плотно. В моем случае крючок номер 3. И повторюсь, что я даю схемку подошвы в моем мастер-классе. И если вы решите оформлять завязочки, делайте, оформляйте, я использую бусинки, вы можете использовать наконечники, а можете резиночку использовать. Я рассказываю подробно в конце урока об этом. Приступим к работе. Мы с вами научились связать вот такую красивую подошву. Ссылочка на эту подошву под видео. И на что я, прежде чем приступить к выполнению верхней части нашей подошвы, хочу обратить ваше внимание. Смотрите, вот эта лицевая сторона полотна будет нижней частью нашего изделия, а внутренняя сторона пинетки будет изнаночная сторона полотна. То есть мы вот таким образом разворачиваем подошву. И верхняя часть у нас будет формироваться вот здесь. И приступим. У нас ряд будет столбиков с одним накидом. Как мы выполняем? 3 воздушные петелечки подъема. Далее накид на крючок. Я ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю столбик с накидом. И так в каждую вершинку я выполняю по одному столбику с накидом. Все очень просто. Вот таким образом. И так мы выполняем до конца нашего ряда. Единственное, не забываем переставлять маркер. Мы завершаем выполнение нашего ряда столбиков с накидом. И напоминаю, что это первый ряд верхней части нашей пинеточки. Я ввожу крючок, смотрите, вот в 3-ю воздушную петелечку подъема и завершаю выполнение моего кругового ряда. Мой ряд завершен. Мы можем приступить к выполнению второго ряда, но перед этим я покажу. Я уже разместила маркеры. Маркер центральный мы просто переставляем с вами. Я на этом неоднократно, скажем так, неоднократно это подчеркивала. И далее, смотрите, мы от этой вершинки ее не считаем. Отсчитываем 15 вершинок в одну и в другую сторону. И в 15-ю вершинку располагаем, то есть вставляем маркер с одной и с другой стороны. Вот смотрите, повторюсь, вершинку эту не считаем, где у нас маркер. И теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И видите, в 15-ю вершинку я ввела маркер с одной и с другой стороны. Проверяйте себя, пересчитывайте. И теперь я могу приступить к выполнению второго ряда.
я выполняю одну воздушную петелечку подъема и до маркера буду выполнять столбики без накида. Считаю. Всего у меня должно их получиться 18. То есть я себя проверяю. Петлю подъема я не считаю. И считаю дальше столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик без накида. Выполнили. Видите? И теперь смотрите вершинку, которая выполнена, точнее зафиксирована у меня маркером, я буду выполнять полустолбик. И не забываем переставлять маркер. Я выполню полустолбик. И сразу введу маркер, чтобы не забыть. Вот таким образом. Дальше очень внимательно. Мы с вами будем выполнять столбики с общей вершинкой. Смотрите, я выполняю незавершенный столбик с накидом. Далее накид на крючок и ввожу крючок в вершинку следующую и опять незавершенный столбик с накидом. И общая вершинка. Мы с вами выполнили 2 столбика с накидом, с разными основаниями и общей вершинкой. Мы с вами выполнили первое сокращение. Смотрите, на этой половинке всего у нас будет 5 сокращений. Как мы будем их выполнять? Мы выполнили сначала с вами 2 столбика, да, с общей вершинкой. Далее мы выполняем просто столбик с накидом. Вот таким образом. Далее опять у нас 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2 и общая вершинка. Далее опять столбик просто с накидом ровно. Хорошо подтягиваете вершинки, вот эта петля, то есть у вас, которая на крючке, чтобы у вас здесь ничего не провисало и не было в дальнейшем больших дырочек. То есть все должно быть аккуратненько. Столбик незавершенный и второй. И общая вершинка. И опять столбик с накидом. Еще раз. Первый столбик незавершенный. И второй. И общая вершинка. И столбик с накидом. И последний раз мы выполняем 2 столбика с общей вершинкой. Выполнили. Теперь мы себя проверим. Я остановлюсь и посчитаем. Я говорила, мы должны выполнить 5 раз, да, то есть 5 раз провязать столбики с общей вершинкой. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Выполнили все верно. Далее в нашу вершинку, отмеченную маркером, мы провязываем просто столбик с накидом. И опять же вводим маркер. Он нам еще понадобится. Как вы видите, в дальнейшем очень удобно отсчитывать,
когда у нас с вами все зафиксировано, и проверять, конечно же, себя. И вторую, ну, то есть противоположную сторону мы с вами делаем точно так же. Выполняем 2 столбика. Раз столбик незавершенный, 2 и вершинка. Далее просто столбик. Опять 2 столбика. Раз и 2. И общая вершинка. Опять столбик просто ровно. Продолжаем. Столбик первый, столбик второй и общая вершинка. Далее столбик просто ровно. Все столбики с накидом, повторюсь. Накид. Первый столбик, второй. Далее столбик просто и еще 2 столбика до маркера. Видите, да, выполнили все верно. Мы сейчас с вами проверим себя. Общая вершинка. Я останавливаюсь и считаем. Первый раз, второй, третий, четвертый и пятый. Выполнили все верно. 5 сокращений с одной и с другой стороны. Продолжаем работу. Вершинку, которая отмечена маркером, я выполняю полустолбик. И далее столбики без накида я выполняю 18 штучек. Помните, да, я начну сейчас выполнять. Я выполню первый и сразу зафиксирую маркер, чтобы не забыть. Напоминаю, маркер в полустолбик мы фиксируем. Видите, да? И считаем. Это первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый. И выполняйте так 18 столбиков без накида самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. После того, как мы с вами выполнили 18 столбиков без накида, я завершаю выполнение, напоминаю, второго ряда верхней части моей пинетки. Ввожу крючок в воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Смотрим, что у нас получилось. Не забываем переставлять маркеры. И вот видно, да, уже хорошо видны наши сокращения. Можем приступить к выполнению третьего ряда. Третий ряд очень простой. Мы его начинаем также с воздушной петли подъема. И далее до маркера мы выполняем 18 столбиков без накида. То есть каждую вершинку столбика без накида я провязываю по одному столбику без накида. Вот таким образом. До маркера 18 столбиков без накида. После того, как мы с вами выполнили 18 столбиков без накида, мы вершинку, отмеченную маркером, это вершинка полустолбика, напоминаю, мы также с вами провязываем полустолбик. Выполняем полустолбик, отмечаем его опять же маркером, не забываем. И далее, смотрите, очень внимательно, я просто выполняю столбики с накидом. Ввожу крючок в вершинку и столбик с накидом. Накид, следующую вершинку, столбик с накидом. Накид, следующую вершинку, столбик с накидом. Итак, я выполняю 19 столбиков с накидом до маркера. Считаем. Я выполнила 3,
4, 5, 6. Берите поудобнее, потом вы поправите все. 7, 8 и 9 до маркера. Далее 10 столбик я выполняю вершинку, отмеченную маркером, и обязательно маркер фиксирую. Вот таким образом. Дальше я продолжаю выполнять столбики с накидом до маркера, выполняю полустолбик и 18 столбиков без накида. То есть все как на противоположной стороне. Завершу выполнение этого ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение третьего ряда верхней части нашей пинеточки. И после того, как мы выполнили столбики без накида, я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой третий ряд завершен, и я могу приступить к выполнению четвертого ряда верхней части моей пинетки. Для этого я все, как и ранее, выполняю воздушную петлю подъема. Вершинку каждого столбика я провязываю по столбику без накида до маркера. Всего это у меня будет до маркера 18 столбиков без накида. Все точно так же, то есть как и ранее. Вот таким образом вы вяжете самостоятельно до маркера 18 столбиков без накида. После того, как мы выполнили столбики без накида, я над полустолбиком, который зафиксирован маркером, я выполняю полустолбик и опять же переношу маркер. Ну, то есть фиксирую вершинку полустолбика. Далее я буду выполнять до маркера 3 сокращения, то есть 3 раза буду выполнять столбики с общей вершинкой. Смотрите, первую вершинку мы провязываем просто столбик с накидом. Далее 2 столбика с общей вершинкой. Все столбики у нас идут с накидом. Первый столбик и второй. И общая вершинка. Далее просто столбик, вершинку. Видите, я хорошо подтягиваю, чтобы у меня вершинки нигде не провисали, то есть не было большой дырочки, и очень аккуратно смотрелась сама пинеточка. Первый столбик незавершенный, второй и общая вершинка. Далее столбик с накидом. И опять же 2 столбика с общей вершинкой. Первый и второй. Выполнили. И проверяем себя. Смотрите, вот у нас до маркера мы с вами выполнили. Хорошо видно 3 сокращения. 1, 2, 3. Продолжаем нашу работу. И теперь вершинку, которая у нас маркером зафиксирована, мы просто выполняем столбик с накидом, фиксируем обязательно и продолжаем дальше. Делаем точно так же, как мы делали на противоположной стороне, то есть выполняем 2 столбика с общей вершинкой, далее просто столбик с накидом, далее мы выполняем
2 столбика с общей вершинкой, и вновь столбик просто, 2 столбика с общей вершинкой, раз, два, и просто столбик, как и на противоположной стороне. И проверяем себя. Вот видите, раз, два, три, мы с вами выполнили сокращение. Все у нас с вами аккуратно, красиво, симметрично. Нам остается провязать полустолбик. И зафиксировать маркером. И продолжить работу. Мы выполняем наши столбики без накида до конца нашего ряда. Вот таким образом, аккуратненько, не спеша, мы будем вязать наши столбики без накида. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. После того, как мы с вами выполнили наши столбики без накида, мы завершаем выполнение 4-го ряда верхней части нашей пинетки. Я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, видите, да, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Напоминаю, это 4-й ряд верхней части нашей пинеточки. И смотрим, что у нас получилось. Видите, да, уже вот хорошо виден наш носочек такой сформированный, почти красивый. И вот такая пинеточка у нас с вами получается. Далее мы будем с вами выполнять основу для нашего рюша. Как мы это делаем? Мы начинаем выполнять 5-й ряд верхней части пинетки. Мы выполняем 1, 2, 3 петли подъема, далее 1 воздушная петля арки, накид на крючок. Я пропускаю одну вершинку и в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И так я дальше вяжу на воздушная, пропускаю столбик с накидом, воздушная, пропускаю вершинку, столбик с накидом, воздушная, я пропускаю вершинку, столбик с накидом. Мы так с вами вяжем до нашего маркера. Давайте выполним вместе. Берите поудобнее, мы потом поправим пинеточку, если даже где-то что-то у нас помялось, мы все с вами потом поправим. Таким образом, воздушная, и я выполняю столбик с накидом через одну вершинку. Вот таким образом. Видите, да? Воздушная. Дальше пропускаю и столбик с накидом. У меня столбик с накидом до маркера. И именно этот столбик, который у нас идет до маркера, видите, да, вот это полустолбик в предыдущем ряду. Тот столбик, который я только что связала, я фиксирую маркером вершинку. Далее я выполняю здесь очень внимательно, смотрите, одну воздушную, накид, и пропускаю вершинку полустолбика и вершинку столбика с накидом. То есть я пропускаю 2 вершинки, и только в следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее воздушная, здесь мы одну вершинку пропускаем, столбик с накидом. Воздушная, одну вершинку пропускаем, столбик с накидом.
воздушная. И если вы выполняете правильно все, как и я, у нас воздушная будет над вершинкой, которая зафиксирована маркером. Видите, я убираю, мне маркер больше не понадобится, именно этот. Я пропускаю столбик с накидом. Воздушная, пропускаю вершинку, столбик с накидом. Воздушная. Так я вяжу, опять же, вот видите, да, до маркера. У меня получается, остается, я выполню сейчас с вами воздушную, и у меня остается вот вершинка столбика с накидом и полустолбика. Как и на противоположной стороне, я их пропускаю, накид, и пропускаю раз, два, в этом случае 2 вершинки, и только потом выполняю столбик с накидом. И именно этот столбик, как и на противоположной стороне, я фиксирую маркером. Выполнили. Далее до конца ряда мы выполняем воздушная, вершинку пропускаем и столбик с накидом. Воздушная, вершинку пропускаем, столбик с накидом. Воздушная, пропускаем, столбик с накидом. Давайте выполним вместе с вами. Воздушная, столбик с накидом, воздушная, вершинку пропускаем, столбик с накидом. Воздушная, вершинку пропускаем, столбик с накидом. Воздушная. И здесь все просто. И у нас воздушная, видите, да, вершинка. И мы вводим крючок, раз, два, три, в третью воздушную петлю подъема. Мой круговой ряд завершен. И смотрим, видите, вот такие у нас с вами столбики с воздушными получаются. Мы можем приступить к выполнению нашего следующего ряда. И после того, как мы завершили выполнение 5-го ряда, мы можем приступить к выполнению 6-го. Это будут у нас с вами арочки. Мы выполняем одну воздушную петлю подъема, и далее будет арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. Мы вводим крючок в вершинку столбика предыдущего ряда и столбик без накида. Далее опять арочка, раз, два, три, и в вершинку столбик без накида. Видите, да? Опять раз, два, три, и в вершинку столбик без накида. Давайте еще выполним раз, два, три, одну арочку и столбик без накида. Все просто. Единственное, не забывайте переставлять маркер в вершинку столбика без накида, он будет у вас переставлен. Так мы выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение 6-го ряда нашей пинеточки. Смотрите, после того, как мы выполнили вот все наши арочки, я выполнила 3 воздушные, ввожу крючок в воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой 6-й ряд верхней части пинетки завершен. Я могу приступить к выполнению рюша, но прежде чем это делать, мы посмотрим, что у нас получилось. И хочу обратить ваше внимание, что нить вы можете эту убрать. Я ее специально оставляла, чтобы было видно, что это изнаночное полотно нашей подошвы. Видите, да? А вот лицевая часть полотна подошвы. Очень часто путают, спрашивают, я поэтому специально оставляю ниточку, чтобы было видно. Теперь вы можете ее просто убрать вдоль полотна.
А мы продолжаем с вами работу. Будем выполнять 7 ряд. И здесь очень внимательно. Я два слова скажу. Смотрите. Вот моя готовая пинетка. И видите, когда мы вот смотрим, да, на нее сверху, нам нужно, чтобы наши столбики были на лицевой стороне. Вот. То есть вот мы смотрим сверху, и на лицевой стороне располагались наши столбики. Как бы вот шли по лицевой стороне было полотно. А вот наша изнаночка. Поэтому, когда мы будем начинать ряд и вязать, мы его выполним вот таким образом. Я работу разворачиваю и буду вязать в обратном направлении. И тогда все мои столбики будут ложиться таким образом, что лицевая часть будет находиться сверху. Под арочку, здесь все просто, я просто разворачиваю вот таким образом полотно. Под арочку я ввожу крючок и выполняю соединительную петлю или соединительный столбик. Далее я выполняю 3 воздушные петелечки подъема, которые заменяют у меня столбик с накидом, и 1 воздушная. И теперь под арку, под первую, я буду вязать 4 столбика и чередовать с воздушной. Считаем первый столбик и воздушная, второй столбик, воздушная, третий столбик, воздушная и 4 столбик, и не забываем воздушная. Видите, да, вот под арочку мы выполнили 4 столбика, и 1 столбик у нас заменяют воздушные петелечки. Поэтому мы в дальнейшем под каждую арочку будем выполнять по 5 столбиков. И не забываем выполнять воздушные. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно, везде все одинаково. Маркерами не трогаем, мы просто сверху вяжем наш рюш. 1 столбик, воздушная, 2, воздушная, 3, воздушная, 4, воздушная, 5, воздушная, и под следующую арочку также 1 и воздушная. И так мы с вами будем продолжать до конца нашего ряда, выполняя вот такие столбики, и они у нас будут ложиться в виде рюша. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И мы завершаем выполнение нашего 7 ряда. Не забываем переставлять маркеры. После того, как мы выполнили воздушную петелечку, видите, да, после столбика с накидом, мы вводим крючок в 3-ю петлю подъема. 1, 2, 3. Вот она. И выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. И нить этого цвета нам уже не понадобится. Я выполняю воздушную, обрезаю и хорошо подтягиваю. Далее я нить просто беру и аккуратненько иголочкой или более тонким крючком убираю вдоль рюша. То есть вот возьму крючок немножко потоньше и прямо вот таким образом беру и как бы прошиваю в само полотно. И мы остановимся, посмотрим, что у нас получилось на этом этапе. Мы с вами завершили выполнение рюша и смотрим, что у нас получилось. Вот такая уже хорошенькая пинеточка у нас получается, видите, да? Рюши аккуратненькие, красивые. И следующие несколько рядов мы с вами будем выполнять нитью более светлой. Разворачиваем вот таким образом. Не бойтесь помять пинеточку, ничего страшного. Мы потом с вами все поправим. И смотрите, вы ищете вот наши петли подъема. Их хорошо видно, да, вот по всему полотну. Нам нужны вот эти петелечки подъема. И мы как бы убираем рюши. И вводим крючок вот таким образом под воздушные петли. Для начала работы я захватываю нить
И теперь выполняю 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Эти петли у меня заменяют столбик с одним накидом. И далее я буду продолжать вязать столбики, чередуя их с воздушными петелечками. После того, как я выполнила 3 воздушные петли подъема, я выполняю 1 воздушную петлю арки. Накид, и буду провязывать столбик с накидом уже под следующую арочку. Видите, да? Вот она. И мы выполняем наш столбик с накидом. И теперь очень внимательно смотрите, условно наши петли подъема заменили 1 столбик с накидом. Будем считать, это 1 столбик, далее 2, воздушная, 3, воздушная, 4. Рюшу убирайте, мы потом с вами поправим. Видите, да, вот 4 уже. Далее воздушная, не забывайте делать, 5. Всего их должно быть 9. Воздушная, 6. Воздушная, 7. Воздушная, 8. И воздушная, 9. И мы остановимся. И если вы видите, хорошо видите, вот мой маркер был отмечен столбик. И мы прямо остановились перед маркером. Значит, выполнили мы с вами все верно. Маркер можно вытащить. И далее мы будем выполнять сокращение. Как мы это делаем? Мы выполняем 1 воздушную петлю. Далее накид на крючок. Я ввожу крючок под следующую арку. Выполняю 1 незавершенный столбик с накидом. Далее накид. И под следующую арку выполняю 2 незавершенный столбик с накидом. И общая вершинка. Вот таким образом. И теперь мы эту вершинку зафиксируем маркером, для того, чтобы ориентироваться в следующем ряду. Выполнили. Далее обязательно выполняем воздушную. Далее накид. И теперь я провязываю столбики с накидом. И считаю. 1 столбик. И не забываем, конечно же, воздушную вязать. Воздушная. Далее 2 столбик. И воздушная. Далее 3 столбик. И воздушная. И после того, как мы с вами сделали 3 столбика, чередуя их с воздушными, мы опять выполняем с вами столбики с общей вершинкой. Накид на крючок, ввожу крючок под арку, выполняю незавершенный столбик с накидом, накид на крючок и под арку выполняю следующий незавершенный столбик с накидом. И общая вершинка. И мы можем себя проверить. Видите, мы остановились прямо перед маркером. Выполнили все верно. И теперь маркер опять же берем и фиксируем нашу вот эту общую вершинку. Аккуратненько. Далее мы будем выполнять наши столбики с накидом, которые у нас идут с воздушными петелечками. Воздушная, накид, и теперь просто их считаем. 1, воздушная, 2, воздушная, 3,
воздушная 4, воздушная 5, воздушная 6, воздушная 7, воздушная 8, восьмой столбик сделали, и воздушная последний 9. То есть точно так же, как и на противоположной стороне. Мы с вами себя проверили, сделали все верно. Видите, да, вот у нас наши маркеры хорошо видны. И мы завершаем выполнение нашего ряда. Выполняем воздушную. Я ввожу крючок в третью петелечку подъема. 1, 2, 3 и соединительная. Мой круговой ряд завершен. И смотрим, что у нас получилось. Мы с вами завершили выполнение 8-го ряда и приступаем к выполнению 9-го ряда верхней части нашей пинеточки. И теперь смотрите, мы опять же выполняем 3 воздушные петелечки подъема, которые у нас заменяют столбик с накидом, и воздушная. И у нас как бы условно, да, один столбик готов. Далее в вершинку каждого столбика мы провязываем наши столбики. Их опять же должно быть 9. Первый, второй, воздушная. И считаем. Третий, воздушная. Четвертый, воздушная. Пятый, воздушная. Шестой, воздушная. Седьмой, воздушная. Восьмой и воздушная. Девятый. Мы с вами выполнили 9 столбиков, чередуя с воздушными. Помните, да, как и договорились, обязательно выполняем воздушную, чтобы не забыть. И далее в вершинку столбика, который отмечен маркером, мы маркер убираем, он нам уже не понадобится, а мы будем выполнять 2 столбика с общей вершинкой. Накид. Смотрите, я ввожу крючок сюда, в вершинку, и незавершенный столбик, накид, и теперь ввожу крючок в следующую вершинку и незавершенный столбик, общая вершинка. Мы с вами выполнили 2 столбика с общей вершинкой. Далее воздушная, накид, и я ввожу крючок в вершинку и выполняю столбик с накидом и воздушная. Далее опять же 2 столбика с общей вершинкой. Видите, мы себя можем проверить, то есть этот столбик и тот, который отмечен маркером, то есть точно так же, как и с противоположной стороны. Мы убираем и делаем 2 столбика с общей вершинкой. Столбики у меня с накидом. Первый незавершенный столбик, накид, и второй незавершенный столбик и общая вершинка. Далее воздушная, и теперь мы с вами считаем наши столбики. 1, воздушная, 2, воздушная, 3, воздушная, 4, воздушная, 5, воздушная, 6, воздушная,
7, точнее 7, да, столбик с накидом, воздушная 8, и воздушная, последний столбик, мы себя проверяем, 9, видите, да? Далее воздушная, и я завершаю выполнение моего ряда 1, 2, 3 в третью воздушную петелечку подъема. Соединительная. Мой 9 круговой ряд завершен. И я теперь могу приступить к выполнению арочек для моего более светлого рюша. Видите, да? Ну, красиво, аккуратненько по ножке тогда садится, и будет интересно смотреться. И приступаем к выполнению 10-го ряда, это ряд арочек. Я начинаю выполнение с одной воздушной петелечки подъема. Далее у меня 1, 2, 3 воздушные петли арки. Я ввожу крючок в вершинку, столбик без накида. Здесь все просто. 1, 2, 3, вершинку, столбик без накида. Давайте еще раз. 1, 2, 3, вершинку столбика предыдущего ряда, столбик без накида. И так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение 10-го ряда верхней части моей пинетки и ввожу крючок в воздушную петлю подъема. Выполняю соединительную. Круговой ряд завершен, и теперь нам с вами остается, видите, вот основа такая для моих рюшек. Рюши мы будем выполнять с вами точно так же, как и здесь, то есть столбики у нас будут смотреть на лицевую сторону, и мы можем приступить к выполнению следующего, это 11-го ряда, последнего ряда верхней части моей пинеточки. Я работу разворачиваю, ввожу крючок под арку и выполняю соединительную. Далее 1, 2, 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля арочки, и под первую арочку я выполняю 4 столбика с накидом, чередуя их с воздушными. 1 воздушная, 2 воздушная, 3 воздушная и 4. И не забываем воздушная. Далее под каждую арочку я выполняю по 5 столбиков с воздушными. Все точно так же, как мы выполняли ранее. Столбик, воздушная, 2, воздушная, 3, воздушная, 4, воздушная и 5, воздушная и так далее. Рюш точно такой же, поэтому выполните самостоятельно, и завершу выполнение ряда я вместе с вами. После того, как я выполнила воздушную петелечку, я завершаю выполнение моего кругового ряда. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, нить можно обрезать, я выполняю всегда воздушную, хорошо затягиваю. Далее я разворачиваю работу и нить беру более тонкий крючок, или можно можно иголочкой, и вот хорошо прямо по изнаночной стороне беру и прошиваю нить по полотну. Я закончила выполнение кругового ряда, и посмотрим, что у нас получилось. Верхняя часть моей пинетки готова. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую пинеточку, нежную и достаточно простую. Напоминаю, что я в уроке даю схему подошвы,
А для тех, кто не умеет читать схемки, я даю отдельный мастер-класс подробный, и ссылочка будет под видео. Смотрите, после того, как мы завершили выполнение самой пинетки, я выполнила еще цепочку из воздушных петель и прошнуровала вот между рюшами. Оформила края, видите, бусинками, можете наконечниками. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, пинеточки всегда делаются для деток, деток маленьких. И вы, чтобы вы сюда, ну скажем так, не закрепили, чем бы вы ни оформили, обязательно очень хорошо закрепляйте. Потому что дети имеют свойство тянуть все в рот, отрывать, поэтому очень-очень хорошо и плотно пришивайте и закрепляйте ваши бусинки или наконечники. Можете не делать шнуровку, можно взять просто резиночку и тоже вот таким образом ее закрепить. Всегда рекомендую делать какую-то завязочку или резиночку, потому что, опять же, дети очень подвижные, и пинеточки, чтобы они не слетали с ножки, если вы оформите завязочку какую-то, сделаете или резиночку, будут хорошо, комфортно на ножке сидеть и прекрасно смотреться. Вот такую красоту мы с вами сделали. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, вязали ли вы пинеточки какие-то уже из моих мастер-классов, будете ли вязать эти пинеточки. Спасибо за каждый комментарий, за каждый лайк, и до новых встреч!